Новый день, новые приключения. Но в этот раз приключения начались с вечера, а не с утра. Таймлайн сдвинулся. Сегодня нас спасают американские спасатели. А куда нас везут? Вот сюда? Красота вокруг, а мы застряли. На левый борт повесьте шлаковый или приготовьте его. Тут только занято на левом борту. Не буду с ним. Маш, подожди. Осторожно, осторожно. Кранец надо ниже передней. Точно. Незапланированная остановка в Норфолке. Двигатель не заводится, сгорели мозги. Мозги должны прийти завтра, а сегодня у нас day off. Нет никакие мозги. Вот там наша лодочка стоит. С якоря нас дотащили до причала на буксире. Ай, Погода просто замечательная. Просто шикарная погода. Жарко, очень жарко. Очень жарко. Это Майами, но не Майами. 20, наверное, 6 примерно, да? 27, может. Удрали с Дельтавилля, где ночью плюс 6. Тут хотя бы ночью плюс 15, да? Экипаж вчера расстроился из-за поломки двигателя немножко, но мы никуда не торопимся, поэтому погода нормальная, стоим у причала за небольшие деньги, все хорошо, все довольны, все в бодром настроении духа, ждут запчасти. Рок-н-ролл. Мамасита. Что-то упало у тебя. Да. Телефон. Что? Ну ладно. Кайф. Да, теплая погода. 2000 years later. Товарищ капитан. Доброе утро, товарищ экипаж.
Всем добрый день. 4 дня в Марине вследствие незапланированного ремонта электрической системы. Что произошло? Изначально тут был отключен тахометр. И надпись была написана: плохой тахометр, не подключайте. Я подумал, что старый предыдущий хозяин был не способен подключить его. Я нашел, мы нашли с экипажем контакт, куда его надо воткнуть. И мы его туда воткнули. После этого произошло совершенно чистейшее безумие. Все приборы начали плясать. Плюс выдал аларм на то, что low oil, низкое давление масла в моторе. И двигатель через 5 секунд остановился. Так же, как и на траке, когда низкое давление масла, когда кончается там масло или охлаждающая жидкость, то мотор сам себя защищает от идиотов, такие как я. После чего он отказался включаться. Мы тахометр отключили, я тахометр отключил. Наверное, будет шум от ветра, да? Но двигатель уже не захотел завестись. Пришлось встать на якорь, то есть мы стояли на якоре, и пришлось продолжить нашу стоянку на якоре на следующий день. Все это время мы пытались найти какие-то брейкеры, какие-то фьюзы, все, что мы тут перерыли, все, что смогли найти, ничего нам не помогло. Питание на ключ старта, на ignition не приходило, то есть панель полностью была отключена. Прихит, свечи накаливания, старт, кнопка и сам ключ был обесточен. Лодка новая, тут много оборудования дополнительного было установлено, стандартного. И предыдущий хозяин отказался идти на контакт по каким-то своим личным предупреждениям. И нам пришлось разбираться с этим самим. От начала, от аккумулятора мы пошли по цепи до ключа, до стартера. Где-то было напряжение, где-то его не было. Как говорится, Да. как говорится, в общем и целом перевернули всю лодку к чертовой В маме. общем и целом, да, там фотографии с проводами видели. Вот они еще. И на следующий день мы уже взяли буксир, нас отбуксировали к причалу, где мы стоим уже 4-й день. Найти электрика, который смог бы приехать нам помочь, оказалось не так-то просто, они все заняты. У них расписание, сейчас сезон, когда лодки вытаскивают на берег, готовят к зиме, и они все заняты оказались. Брокер тоже попытался помочь как-то, но не получилось. Подписчики некоторые пытались помочь советами, это тоже не помогло. И, в общем, я нашел кое-как электрика, который согласился приехать только на 3-й день, воскресенье, вчера, сегодня понедельник. Он приехал, сам уже со своими приборами электрическими, всякими тестерами прошел по цепи, прозвенел. Тут все пиликало, мигало, сверкало. И в общем и целом он нашел одну единственную кнопку. Вот такого размера. Маленькая красная кнопочка, которая установлена была на головке двигателя рядом со стартером. И она еще была закрыта бумажкой, на которой ничего не было написано. То есть, если смотришь на нее, то это двигатель, и там какая-то бумажка наклеена на ней. Он ее содрал случайно, видимо, и увидел там какую-то кнопку красную. Нажал, и сразу все заработало. Сразу тут появился сигнал, то что есть ток. Сразу все завелось, сразу, и все. То есть оказалось, все это бабуйня, Херобора. и прочие яхтенные приключения были стоимостью почти в $1000, включая запчасти, электрика, стоянку. Из-за одной маленькой кнопочки, которую тяжело было найти, мы даже предположить не могли, что она там есть. А предыдущий хозяин
отказался помогать. Вот, поэтому, Он так и сказал, да? да, он сказал, что он не хочет с нами общаться вообще. Ну, включая брокера тоже. Уже Но брокер не может дать его данные. не может дать его данные, да. Сегодня понедельник. Мы съездили, заменили масло, купили фильтр. Правда, меньшего размера, чем надо, но по кросс-чеку он подходил. Ладно, все. И Вперед. сейчас я делаю прокладку через ICW Intra-Coastal Way. Это наше первое плечо по внутреннему каналу восточного побережья Америки. Если посмотреть издалека, то получается вот это восточное побережье, тут Нью-Йорк, тут Норфолк, дальше здесь Майами. Вот. И этот Intra-Coastal Way идет параллельно океанской черте вот здесь. Он вот так идет внутри немножко. Сделан он был во время Второй мировой войны для защиты военных кораблей от атаки немецких подводных лодок. И сейчас, ну, он остался для военных целей, конечно, но им пользуются все яхтсмены и всякие лодочники. Ну и плюс, От ветра скажется, да? да, тут или по океану идти качаться, если там плохая погода, можно пройти по этим каналам. В общем и целом, это наше первое плечо. Смотрите дальше, как это будет идти. Все интересно, наверное. Ну, в общем, первая серия будет следующая про Intra-Coastal Way. В целом мы вышли. Объявляю экипажу благодарность.